Скажите честно, вы тоже заметили, как BYD буквально захватывает мировой рынок? Еще несколько лет назад многие относились к китайским электрокарам с осторожностью, а сегодня компания продает 4,6 миллиона автомобилей за год и отправляет больше миллиона машин на экспорт. И это уже не просто успех, это настоящий автомобильный феномен. И среди всех моделей один из главных хитов – Yuan Plus, который в Европе вы знаете как BYD Atto 3. Только вдумайтесь, более 223 тысяч проданных автомобилей за 2025 год и место в топе самых популярных электромобилей мира. В начале 2025 года кроссовер получил второе поколение на китайском рынке, а в начале 2026 года новая модель начала выходить и в другие страны. И, похоже, BYD вообще не собирается сбавлять темп. Премьера совершенно нового Yuan Plus, который официально считается моделью третьего поколения, состоялась в конце апреля на автосалоне в Пекине. Кроссовер заметно вырос в размерах, получил увеличенный запас хода, более просторный и современный салон, а также улучшенные системы помощи водителю. Ну и, конечно, батареи Blade Battery второго поколения. Компания делает на них огромную ставку. Быстрая зарядка, повышенная безопасность и увеличенный запас хода – именно то, что сейчас хочет большинство покупателей электромобилей. BYD начинает массово внедрять не только в премиальные машины, теперь новые батареи появляются и в массовом сегменте. Все это BYD делает не от хорошей жизни. Конкуренция в Китае сейчас просто сумасшедшая. На рынок давят более дешевые конкуренты, цены падают, и удержаться на вершине становится все сложнее. Но пока складывается ощущение, что компания отлично понимает правила этой игры. Компания делает ставку не просто на доступный электромобиль, они создают машину, которую действительно хочется купить. Давайте разбираться, потому что этот кроссовер приготовил несколько очень интересных сюрпризов. Дизайн новинки остался узнаваемым, но ощущается, что автомобиль заметно повзрослел и стал современнее. Смотришь на переднюю часть, и сразу узнается фирменное драконье лицо, но теперь линии мягче, плавнее, без лишней агрессии. Хромированная вставка здесь играет не просто декоративную роль, она визуально объединяет фары, как бы растягивая автомобиль в ширину. И за счет этого он выглядит более солидно и уверенно на дороге. Снизу активная решетка радиатора, которая уже намекает, аэродинамика тут тоже не на последнем месте. Сбоку полускрытые дверные ручки, парящая крыша, ну и колеса 18 или 19 дюймов с новым аэродинамическим дизайном. Сзади фирменный светодиодный фонарь с волнообразным рисунком. Это уже узнаваемая фишка модели, но самое интересное – внутри технологий. Для китайского рынка систему автопилота прокачали. Теперь вместо Deep Pilot 100 стоит Deep Pilot 300. С лидаром над лобовым стеклом. Что это дает в реальности? На трассе система сама помогает с навигацией и умеет перестраиваться между полосами. В городе спокойно двигается в пробках в режиме старт-стоп, берет на себя парковку, удержание в полосе, адаптивный круиз, экстренное торможение и контроль слепых зон. И в завершение – цвета. Появились новые двухцветные варианты с черной крышей – розовый, бирюзовый и зеленый. Для тех, кто любит спокойнее – белый, серый и голубой однотонные варианты. Новое, третье поколение кроссовера подросло в габаритах, и это не просто чуть-чуть больше. Он прибавил 210 мм в длину, 20 в ширину и 60 в высоту. Теперь габариты такие: 4665 мм в длину, 1895 в ширину и 1675 в высоту, а колесная база выросла до 2770. Это плюс 50 мм по сравнению с предыдущей версией. Но есть и обратная сторона – масса. Автомобиль потяжелел примерно на 200 килограммов и теперь весит около 1880. С клиренсом пока интрига, официальных данных нет. Для ориентира – у прошлого поколения было 175 мм. Зато по технике добавили интересные вещи. Например, доступна как опция адаптивная подвеска, которая позволяет автомобилю автоматически менять жесткость амортизаторов. И еще один момент, который не хочется пропустить – система стабилизации при проколе шины на высокой скорости.
Это дополнительный уровень безопасности, который помогает сохранить полный контроль над автомобилем даже в сложных и критических ситуациях. Салон здесь сделали вроде минималистично, но совсем не пусто и не скучно. Производитель называет это умный, модный и экологичный салон. Здесь установлен двухспицевый руль, плавно изогнутая центральная консоль и электронный селектор передач, благодаря чему центральная часть салона стала заметно свободнее и визуально легче. А теперь главный центр внимания. Большой 15,6-дюймовый экран и полностью цифровая приборная панель стали более четкими, а благодаря новому чипу все работает быстрее. Также будет доступный проекционный экран. В зонах, к которым постоянно прикасаешься, мягкие материалы. За счет этого интерьер стал заметно уютнее, чем раньше. Плюс переработали дефлекторы обдува и дверные ручки. Китайские дизайнеры, честно говоря, все больше удивляют подходом к практичности. У переднего пассажира, например, появилась небольшая полочка. Туда спокойно можно кинуть телефон, ключи или мелочевку. И да, телефон там же можно и подзарядить через USB, и это еще не все. Под задним сиденьем теперь спрятаны два отдельных отсека для хранения. Производитель заявляет всего по салону 39 отсеков для вещей и мелочей. Еще добавили подставку для ног у переднего пассажира. По комфорту в целом здесь тоже не сэкономили. Передние сиденья могут быть с подогревом и вентиляцией, 16 динамиков аудиосистемы создают полноценный звук, есть небольшой холодильник. Панорамная крыша и атмосферная подсветка салона. И важный момент по безопасности – все модели уже в базе получают 7 подушек безопасности. И самое заметное изменение – пространство. За счет увеличенной длины стало больше места на втором ряду. Багажник тоже подрос, было 434 литра, а теперь заявляют уже 750. А если и этого мало, спереди есть дополнительный отсек под капотом на 180 литров. Одно из самых заметных обновлений коснулось техники автомобиля. Главное, кроссовер теперь стал заднеприводным. В зависимости от версии электромотор выдает 272 или 326 сил. Базовая версия разгоняется до сотни примерно за 7 секунд, а более мощная – уже около 6 секунд. Плюс появилась фирменная система, которая умнее распределяет тягу. Ну и главное, здесь стоят батареи Blade второго поколения. Два варианта – 57,5 или 68,5 кВт-часа. Запас хода по китайскому циклу – 540 или 630 км соответственно. А если сравнить с прошлым поколением, там было 430 и 510 км. Но главный козырь – скорость зарядки. За счет 800-вольтовой архитектуры и платформ 3.0 EVO, зарядной станции на 1,5 МВт и аккумулятора второго поколения, процесс стал почти пит-стопом. На практике это выглядит так: с 10 до 70% примерно за 5 минут, до 97% около 9 минут. И даже в суровый мороз до минус 30 градусов полная зарядка укладывается примерно в 12 минут. Но важно уточнить, технология сверхбыстрой зарядки уже не ограничивается только китайским рынком. И у потенциальных покупателей в Европе вполне может возникнуть привычный вопрос. Ну понятно, в Китае все быстро развивается, а у нас это появится еще не скоро. Но на самом деле нет. Компания планирует за год развернуть масштабную сеть за пределами Поднебесной до 6000 сверхбыстрых зарядных станций с мощностью до 1,5 МВт. И примерно 3000 станций из этого числа должны появиться именно в Европе. И можно только представить, как это изменит рынок электромобилей, когда зарядка перестанет быть долгим ожиданием и станет обычной быстрой остановкой. А теперь давайте про самое интересное – цены. Пока официальных цифр нет, но давайте честно, зная агрессивную ценовую стратегию BYD, вряд ли нас ждут какие-то сюрпризы. Скорее всего, планка останется примерно на том же уровне. Для ориентира, нынешнее поколение в Китае стоит от 17 до 21,5 тысяч долларов. Если говорить прямо,
Что чаще всего пугает людей при переходе на полностью электрический автомобиль? Обычно все крутится вокруг нескольких вещей. Первое – запас хода. Второе – зарядка, где и как быстро заряжаться. И третье – пространство и комфорт, потому что никто не хочет жертвовать привычным удобством. Ну и отдельный момент – цена, чтобы все это вообще вписалось в бюджет. И вот здесь Юань Плюс третьего поколения как раз пытается снять эти вопросы с повестки. Быстрые зарядки, нормальный запас хода, простор внутри и умные системы, которые берут часть рутины на себя. Но главный вопрос остается за вами. Готовы ли вы уже пересесть на электричку, если она закрывает все эти страхи? Или пока еще хочется подождать и посмотреть, как все это будет развиваться дальше? Это все на сегодня, но маршрут нашего канала только начинается. Ваш лайк и подписка – топливо для новых видео. Комментарии приветствуются, делитесь впечатлениями. Желаем вам ровных дорог, полной заправки и ярких поездок. До скорой встречи на канале.